переживаете расставание и наткнулись на этот ролик, то вам повезло. Меня зовут Инна Беккер, я практический психолог, и если вы будете следовать рекомендациям, о которых я говорю в этом видео, то совсем скоро вы оправитесь от разрыва, восстановитесь ментально, физически и будете готовы к созданию новых, здоровых и счастливых отношений. Сильнейшая эмоциональная боль при расставании связана с тем, что во время отношений мы соединяемся с партнером на всех уровнях. И чем сильнее была привязанность, тем больнее может быть расставание. Если это были долгие или эмоционально, физически, материально зависимые отношения, вот когда вы находились в таком слиянии с вашим партнером, то в этом случае можно говорить о расставании как о потере. Можно представить проживание боли, потери в виде параболы. Первый этап – это шок. Если расставание произошло из-за предательства близкого человека, или вам просто отправили сухое СМС о том, что чувства угасли и все кончено. На стадии отрицания человек задает себе вопрос: как такое могло со мной случиться? Этого не может быть. Здесь будут попытки вернуть партнера в отношения. Далее эмоции, этап проживания разных эмоций. Страх, что я буду без него делать, моя жизнь кончена, я не смогу никого больше встретить, у меня больше не будет отношений, я не знаю, как жить без этого партнера. Эмоция гнева, ненавижу, как он мог со мной так поступить. Чувство вины, это все из-за меня, я во всем виновата, я какая-то не такая, со мной что-то не так. Дайте себе неделю, например, когда вы будете проживать это горевание, будете плакать, злиться, прям в полную силу. Важно не задерживаться на первых этапах проживания. Чем сильнее вы прогорюете, тем лучше. Далее наша парабола достигает дна. Здесь может быть апатия, одиночество и даже депрессия. На физическом уровне это может восприниматься как отсутствие сил, отсутствие энергии, постоянная усталость. Наша гормональная система из-за огромного количества стрессовых гормонов в организме дает сбой, и недостаток того же дофамина воспринимается вами как будто бы жизнь без партнера видится в серых красках, и ничего там в будущем хорошего нету. Но как только вы перестанете сопротивляться и признаете реальность, это и будет такой путь на выход. Принятие, когда вы внутри себя ощущаете, что да, так может быть, так может произойти, это может случиться. Действительно, в моей жизни могут быть расставания и потери, но я могу это пережить. Я с этим справлюсь. Следующим этапом будет поиск сил, новых способов жизни, переосмысление. Здесь важно сделать работу над ошибками. Как вы хотите, чтобы было теперь в вашей жизни? Чего вы точно не хотите? Вы можете посмотреть, на моем канале есть видео об ошибках в начале отношений, которые допускают женщины, которые ведут потом к расставанию. Если вам интересно, можете перейти по ссылочке. И завершает последний этап – это адаптация к потере. Вы получили новый жизненный опыт. Зная этапы проживания расставания, вы обязательно выберетесь. Сколько вы будете находиться на каждом этапе, зависит только от вас, так как ситуации достаточно индивидуальные. Но вы можете облегчить себе проживание, если будете знать, на какой вы стадии находитесь и кто или что вам может в этом помочь, поддержать вас. Ведь боль означает то, что вы живая, вы можете чувствовать. Будьте океаном, который волнуется на поверхности, а внутри он глубокий, спокойный и умиротворенный. При сильной эмоциональной боли наша психика как будто бы защищается и может использовать неосознанные, иногда деструктивные, инфантильные психологические защиты, которые не только не решают проблему, а скорее ее усугубляют. Это как пить обезболивающие таблетки при открытом переломе. А есть защиты зрелые, которые не только помогут вам справиться с вашей болью, а еще улучшат качество вашей жизни. Чего не стоит делать? Сразу же вступать в новые отношения. Если отношения были травмирующими, то здесь возможен перенос, когда в новые отношения несется недопрожитый опыт из старых. И в этом случае другой человек будет как пластырь на ранке, который после того, как ранка заживет, можно будет выбросить. Не хотели бы вы оказаться на его месте, верно? Второе. Не стоит оставаться без поддержки. Главное, чтобы такая поддержка вам облегчила состояние, а не усугубила его. Важно обратиться к специалисту, если вы переживаете тяжелые моменты, особенно на первых этапах
проживания вот этого состояния потери, где можно будет позлиться, погоревать, поплакать и разобраться с глубинной проблемой, с вашими страхами, например. На моих консультациях я неоднократно помогала девушкам успешно проживать расставание. Записаться на консультацию можно в описании к этому видео. Поддержка, которая может усугубить ваше состояние. Например, когда обесценивают ваши чувства и говорят: да что ты там заморачиваешься, найдешь себе нового, а сколько там этих мужчин вокруг, не переживай, да что ты так расстраиваешься. Или, например, вам мама может сказать: а я тебе говорила, что он такой-сякой плохой, да? Ты меня не послушала, тем самым не поддерживая, а усугубляя ваше состояние. Или люди, которым просто интересно наблюдать, которые могут своими вопросами или рассказами погружать вас в те самые болезненные состояния, спрашивая: а что он сказал, а что ты сказала, а вот я видела его, да, или я там заходила к нему на страничку. То есть здесь вы должны понимать, о поддержке речи не идет. Людям просто интересно наблюдать за вашей историей, за вашими переживаниями. Третье, не нужно постоянно мониторить, чем живет бывший, с кем он, где он. Такое поведение задерживает вас на стадии отрицания, когда вы еще тешитесь надеждой что-то вернуть. Также, чтобы справиться с этой сильной эмоциональной болью, ваша психика может включать такую инфантильную психологическую защиту, как компульсивное поведение, когда вы используете здесь и сейчас отвлекающие действия. Это может быть алкоголь, это может быть переедание, курение, другие запрещенные вещества, то есть во все тяжкие, так сказать, которые в моменте вас обезболивают, но в дальнейшем они портят ваше здоровье и отношения с окружающим и никак не решают проблему. И последнее, что точно не стоит делать, это ставить крест на своей личной жизни. Дайте себе время восстановиться, получить этот жизненный опыт, сделать обязательно работу над ошибками и идти дальше. Итак, взрослые и здоровые способы избавления от эмоциональной боли в период расставания. Первое – это принадлежность. Предполагает обращение к другим людям за помощью и поддержкой, не перекладывая на них ответственность. Вы можете попросить своих друзей, например, не напоминать и не спрашивать вас о вашем бывшем партнере. То есть всевозможными способами разделять свою боль с людьми, которые имеют помогающую профессию, или с близкими людьми, которые готовы вас правильно поддержать. Второй способ здоровой защиты – это альтруизм. Когда вы помогаете другим людям вашим вниманием или вашим временем, получая удовлетворение опосредованно или от реакции других. Третий способ – предвосхищение. Анализируя прошлый опыт путем предвидения последствий и чувств, связанных с возможными будущими событиями реалистичных решений. Например, поработать с таблицей границ, определить для себя, как с вами можно, как с вами нельзя, проанализировать те ошибки, которые были. Четвертое, здоровая психологическая защита – это чувство юмора. Попробуйте посмотреть на сложившуюся ситуацию с другой стороны, где можно подчеркнуть забавные или ироничные аспекты ситуации, над тем, что есть. Когда мы смеемся над нашими страхами, мы как будто делаем их меньше. Одна из очень действенных психологических защит от внутренней боли – это, конечно же, сублимация. Такое направление потенциально разрушающих чувств и эмоций в русло творчества или каких-то социально одобряемых проектов, на развитие себя, когда вы можете в этот момент взять какой-то проект и погрузиться в него полностью. Вы можете погрузиться в творчество в какое-то, вы можете пойти учиться, куда давно хотели. Главное, чтобы вы были максимально в это погружены. Вы можете заняться своим здоровьем, своим внешним видом. Также можете открыть, например, YouTube-канал и делиться там своими талантами. Когда я в своей жизни проживала потерю, она не была связана с расставанием, то я сублимировала свои негативные чувства в творчество. Я купила около 10 небольших холстов, и я рисовала. Но я рисовала не картины, которые можно будет потом повесить куда-нибудь или кому-то подарить. Я рисовала свое состояние, просто вырисовывала то, что было у меня внутри. И они были настолько ужасными, что мне пришлось их все сжечь. Но эта практика закрепилась, она показала свою эффективность, и я пользуюсь ней и сама до сих пор, и рекомендую своим клиенткам. Еще одна защита – вытеснение. Когда вы сознательно вытесняете
мысли об этом человеке. Все, что с ним было связано, вы убираете с глаз долой и сердца вон. Все эти психологические защиты вы можете брать себе в работу. Еще очень важный момент. Со специалистом или самостоятельно пропишите шаги, что вы будете делать, когда, возможно, ваш бывший объявится. Если вам очень захотелось написать ему что-то, то в этом случае, чтобы действие произошло, но оно вам не навредило, вы можете взять любой номер, на который не доставляются смс-ки, подписать его именем бывшего и писать туда сколько вам хочется. Вы просто можете писать все, что вы о нем думаете. Есть ли возможность отношения вернуть? Возможно, у вас появится такая мысль, особенно если вы все делаете правильно, проживаете правильно, не написываете, там, не мониторите бывшего, он может объявиться, потому что ему будет интересно, почему-то вы так быстро и легко его забыли. И в этот момент очень важно понимать, что у вас возникнет эта мысль, а вдруг он все осознал, а вдруг все можно вернуть, и будет все как раньше. Вы знаете, если отношения эти были для вас травмирующими, то это просто как отрезать хвост по кусочкам. Если лошадь сдохла, с нее действительно нужно слезть. Если отношения закончились, чем быстрее вы проживете этот этап, чем быстрее вы примете, да, что отношения завершились, тем лучше. Все случаи индивидуальны. И действительно есть пары, которые ссорятся, мирятся, расходятся, сходятся. Это действительно так. Но есть обстоятельства, когда ни в коем случае отношения возобновлять не стоит. В том случае, когда в паре было насилие со стороны партнера, предательство или когда вам там было небезопасно. Помните, что длительное пребывание в страданиях, в горевании ворует не только ваши дни и месяцы, а даже годы счастливой жизни. Возьмите ответственность за ваше состояние и за ваши отношения на себя. Это действительно зона вашего влияния. Просите поддержку, делайте работу над ошибками, справляйтесь с внутренней болью с помощью здоровых психологических защит. И обязательно подготовьте себя к созданию следующих отношений, чтобы они были здоровыми, долгими и счастливыми.